На протяжении тысячелетий люди создавали изобретения, позволявшие им приспосабливаться к неблагоприятным условиям окружающей среды или же приспосабливающие эту среду под себя. Чем дальше идет прогресс, тем выше, глубже и дальше заходит человек. Уже покорен Эверест, самая высокая вершина в мире, люди вышли в открытый космос и погрузились на дно бездны Челленджера. Исследователи месяцами живут на северном и южном полюсах в условиях вечной мерзлоты, а племена берберов и бедуинов прекрасно чувствуют себя в пустынях. Но на самом деле человеческое тело очень хрупко. Белок в нашем теле начинает сворачиваться уже при нагревании до 42 градусов Цельсия. При охлаждении до 29,5 градусов Цельсия большинство людей теряет сознание, а при 26 погибает. Без еды взрослый человек может прожить в среднем 25-30 дней, при условии экономии усилий и наличии питьевой воды. Без воды всего 3-4 дня, а при отсутствии кислорода мы погибли бы через несколько секунд. Но есть на нашей планете существа, чьи тела настолько адаптировались к экстремальным обстоятельствам, что они способны чувствовать себя комфортно в самых, казалось бы, непригодных для жизни условиях. Чемпионами по выживанию являются бактерии. Некоторые их виды способны обитать даже в кипящих термальных источниках, в толще льда или кислотных озерах. Но они настолько далеки от нас по строению и образу жизни и настолько миллионов лет старше, что мы не будем рассматривать их в качестве примера. Гораздо интереснее взглянуть на многоклеточные организмы, которые благодаря своим особенностям выживают там, где большинство живых существ не сумело бы продержаться несколько дней. Некоторые любят погорячее, их называют гипертермофилами. К этой группе животных относятся помпейские черви. Это небольшие 11-15 сантиметров в длину морские многощетинковые черви. Они обитают на дне океана, в жерлах гидротермальных источников, черных курильщиков. Вода в них нагревается благодаря контакту с магмой, а соприкосновение с горными породами насыщает ее соединениями серы и тяжелых металлов. В глубине источников температура достигает 300 градусов Цельсия. Помпейские черви прикрепляют свои домики-трубки к стенам у выхода из жерла черного курильщика. Там температура воды составляет 62-80 градусов Цельсия. При этом голову они предпочитают держать в холоде и высовывают ее из источника наружу, где вода едва прогревается до 20-25 градусов Цельсия. Выжить в горячей воде помпейским червям помогает симбиоз с особым видом бактерий, которые укутывают их тело как скафандром, слоем толщиной в 1 сантиметр. Бактерии питаются слизью, которую вырабатывают черви, и в свою очередь производят особые белки, которые защищают от перегрева их самих и их хозяина. Есть среди животных и любителей экстремально низких температур. Их называют психрофилами. Как ни странно, самыми стойкими оказываются не обладатели пушистого меха и плотного оперения, а самые, на первый взгляд, неприспособленные для этого животные – насекомые, пресмыкающиеся и амфибии. Так, например, в северных районах Аляски и Канады обитает красный короед, способный выдерживать мороз до минус 150 градусов Цельсия. В его крови содержится глицерин и особый белок антифриз, которые препятствуют кристаллизации крови и позволяют жуку пережить экстремальные холода. Похожим механизмом защиты пользуется и гусеница, обитающая в Гренландии и Канаде, мотылька Гианоэфора гроенландика. Впадая в спячку, она способна пережить мороз до минус 70 градусов Цельсия. В конце лета температура постепенно понижается, и тело гусеницы начинает вырабатывать глицерин и бетаин, которые не дают крови кристаллизоваться
и помогают ей пережить зиму и не замерзнуть насмерть. Кстати, экстремальные условия значительно продлевают гусенице жизнь по сравнению с сородичами, живущими в более комфортных местах. Но то, чтобы повзрослеть и превратиться в мотылька, у нее уходит от 7 до 14 лет. Для сравнения, обычным мотылькам на это нужно не более месяца. Правда, 95% своей длинной жизни геноэфора гроенландика проводят в спячке. Способностью при сильном понижении температуры впадать в спячку и снова возрождаться с наступлением тепла обладают и некоторые виды позвоночных животных. Так в вечной мерзлоте были обнаружены несколько экземпляров сибирского углозуба, пролежавших там 80-100 лет. После размораживания они продолжили жить, как ни в чем не бывало. Такая же суперспособность есть и у некоторых видов лягушек, змей, черепах и даже аллигаторов. Когда в округе Маккертон, Оклахома, США, замерзает большинство неглубоких водоемов, аллигаторы, обитающие в болотистой местности, прибегают к древнему инстинкту выживания, рептилии, добровольно вмерзая в лед. Во время холодов животные остаются на мелководье, высовывая морды, чтобы оставить возможность дышать, когда вода покроется льдом, и впадают в состояние, напоминающее спячку. Когда температура поднимется выше нуля, рептилии возвращаются в обычное состояние. Аллигаторы относятся к хладнокровным животным, тем, чья температура тела зависит от температуры окружающей среды. Они не поддерживают постоянную собственную температуру тела, как теплокровные. Именно поэтому аллигаторы так любят нежиться на солнышке. Они могут выживать при температуре до 40 градусов по Фаренгейту, примерно 5 градусов по Цельсию. Если же становится холоднее, то их организм впадает в спячку. Все процессы обмена замедляются. Пища не переваривается, а вся энергия тратится на то, чтобы поддерживать температуру тела. Иногда для сохранения тепла они закапываются в дно вдоль берега, но чаще всего просто лежат и дремлют. Со стороны выглядят, будто рептилии умерли. Они не двигаются и ни на что не реагируют, а на поверхности видны только морды с носами. Однако представители парка успокоили людей, говоря о том, что для миссисипских аллигаторов это не представляет опасности. Скоро они оттают вместе со льдом и продолжат жить своей обычной крокодильей жизнью. Еще одним животным, не боящимся снега и холодов, является гималайский прыгучий паук. Его можно встретить на высоте 600-700 метров над уровнем моря. Помимо холода, к приятным особенностям среды его обитания добавляются ураганы и ветра, разряженные атмосферой отсутствия насекомых, которыми питаются пауки. Ест он только, когда ему удается найти тела насекомых, которые занес на вершину Гималаев все тот же ветер. Противоположностью гималайскому пауку можно считать дьявольского червя. Так был назван вид круглых червей. Нематод, найденный учеными в ЮАР на глубине 3600 метров под поверхностью Земли. Это абсолютный рекорд для многоклеточных организмов. Этот экстремал способен выдерживать высокие температуры и жить в условиях высокого давления, почти полного отсутствия кислорода и избытка метана. Ранее считалось, что в таких условиях способны выживать только бактерии. Встречаются среди животных и любителей соленого – галофилы. В США, в штате Юта, находится большое соленое озеро. Его соленость достигает 270 промилле, в 6,5 раз выше, чем у знаменитого Мертвого моря. Здесь обитает крошечный рачок Артемия. Его длина около 12 миллиметров. Артемии живут и в других водоемах с соленостью воды не ниже 60 промилле. Это позволяет им избегать соседства с хищниками, которые в таких условиях просто не выжили бы.
В другом штате США, Калифорнии, расположены несколько битумных озер. Там прямо в сырой нефти живет особый вид мух – нефтяные мухи. Для подавляющего большинства живых существ нефть является ядовитой. Эти мухи – единственные из известных в науке многоклеточных животных, способные не только жить в нефти, но и питаться ею. Их личинки плавают в битуме и дышат через дыхальца, которые выставляют над поверхностью. Они поедают попавших в нефтяное озеро насекомых, а вместе с ними заглатывают нефть, которая, похоже, совершенно им не вредит. Но чемпионом среди экстремалов можно считать их охотку. Ученые обнаружили это микроскопическое около 1 длину беспозвоночное животное, при сильном увеличении напоминающее забавного восьмилапого медвежонка в скафандре, и в термальных источниках с кипящей водой, и при минусовой температуре под слоем льда, и на вершине Гималаев. Оно способно выдерживать огромное давление, в 1200 раз превышающее атмосферное, и высокий уровень радиации, равный 1000 смертельных для человека дозам. Помимо этого, тихоходки могут впадать в состояние криптобиоза и десятилетиями оставаться в живых без пищи и воды. Но самое удивительное то, что в 2007 году ученые запустили их в открытый космос, и большинство животных благополучно вернулось на Землю. Наблюдение за этими удивительными животными не только интересно само по себе, оно позволяет ученым собрать материал о том, как живые существа адаптируют свои тела к неблагоприятным условиям. Возможно, когда-нибудь, благодаря им, появятся технологии, которые помогут и нашим телам научиться без помощи специальных приспособлений и без вреда для себя переносить жару, холод, давление, радиацию и другие экстремальные факторы.